Рассказываю забавную байку про Эйнштейна. Если вы знаете байки, слухи и сплетни про Кардашьян, Канье Уэста и этих Мэйзи, как там их звали, Беляковых, но не знаете байку про Эйнштейна, то, во-первых, вам нужно менять окружение, во-вторых, подписывайтесь. В 1933 году Эйнштейн приехал работать в Америку, в Принстон, в университет в Нью-Джерси. Он бежал от нацистов. Нацисты его там объявили врагом народа. Он кое-как оттуда сбежал, и нацисты сожгли все его работы. Все. Эйнштейн is out. Но в Америке его с удовольствием приняли. Он к тому времени уже был дохерища известным, то есть он и в Европе был известным, и он уже путешествовал по миру с лекциями. Притом я пошла, почитала специально. То есть Эйнштейн был действительно селебрити. Про него писали в газетах, он ездил с концертами, типа стендап, но только очень не смешной стендап. Хотя интересно, Эйнштейн, наверное, был смешным человеком. Вот сейчас байку, которую я вам расскажу, вы мне скажете, был смешным человеком или нет. И он, типа селебрити. Томас Эдисон тоже ездил по миру с лекциями. Это Мари Кьюри, я не знаю, что она делала, он свет какой-то изучала, по-моему, да? Чем занималась Мари Кьюри? Эйнштейн. Поэтому, когда ему пришлось, бежать от нацистов, то в Америке его приняли с руками и с ногами. Все просто обосрались от счастья, от того, что вот такой человек сейчас будет преподавать в Принстоне. Учить любой человек может пойти теперь учиться, ходить, плюс-минус любой, ходить на лекции к Эйнштейну. Принстон, кстати, сдох. Представляете, Принстон все. Раньше в кино по телеку такие все самые модные, да, кто там самые богатые, кого показывали в кино, они все учились в Принстоне. Принстон. Оказалось, это же последствия Эйнштейна. То есть Принстон, он всегда был хорошим университетом. У них тут старых университетов не так много в Америке. Он был хорошим. Тут еще и Эйнштейн. То есть он вообще стал самым охуенным университетом просто в мире. И, конечно, все туда хотели попасть. И, конечно, попадали только самые богатые. Поэтому Эйнштейн пришел туда учиться в 1933 году. А в 50-х, в 60-х они там просто бошки все потеряли от того, что ты просто, если не будешь учиться в Принстоне, то будешь бомжом. И все самые богатые засунули туда всех своих самых богатых детей, которым в сраку не усралась никакая учеба. И они там дебоширили, бухерили и устраивали всякий беспредел до такой степени. То есть очень много фильмов про эти fraternity, знаете, эти братства и эти беспределы. Это из Принстона истории. А что оттуда просто начали уходить хорошие преподаватели. Поэтому на сегодняшний день, в 2025 году, сказать, что учился в Принстоне, это как сказать, что ты учился в ПТУ в Воронеже. Всем похуй. Но по тем временам Принстон еще был хороший, очень хороший. У них тогда шла борьба между разными университетами. Какой лучше, в каком преподавателе лучше. И тут в Принстоне появляется сам Эйнштейн. И к нему в день его переезда, или на следующий день, первым делом прибегает журналист Принстонской газеты. Потому что Эйнштейн самый настоящий селебрити. Но про него пишут в газетах, про ученого из Европы в Америке. Все знают, кто такой Эйнштейн. Конечно, все умирают взять интервью у такого человека. А тут в день его переезда пустили только редактора Принстон, это местная газета, которая выходила, в которой работали только студенты Принстона. Это все. Принстону принадлежит Эйнштейн. Эйнштейн действительно прославился очень нехило из-за такой какой-то мудотни. Новостей раньше было не так уж и много. Сейчас все пытаются высасывать из пальца уже, об ком бы, еще бы, из чего бы, еще бы сделать скандал, чьи косточки еще не поперемывали. А тогда, что там, кино сильно не было, интернета не было. О ком и о чем писать? Ученые, ладно, а ученым им нужно писать статьи. Это по сей день у них такой процесс. Если ты что-то после какой-то определенной степени
то ли когда ты в процессе PhD своего получения, ты там что-то уже начинаешь изобретать, проводить сам свои исследования, и тебе нужно результаты своих исследований публиковать в статьях. В научных журналах, статьи в научных журналах. Ты ее публикуешь, рассказываешь условно всем, как social media, да, рассказываешь всем: ребята, я задался вот таким-то и таким-то вопросом. И сделал вот такой эксперимент, я его сделал вот так-то и вот так-то. У меня получилось вот это. Поэтому я считаю, что там бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла. Остальные ученые читают и пишут на это ответ. Либо другие статьи, или, по-моему, у них там еще какие-то есть процессы. То есть есть такое понятие peer review, что твои соратники, они должны на это посмотреть и либо согласиться, либо тебя могут раскритиковать. Как вон с Теслой. Его же всю жизнь чморили, всю жизнь гнобили. Никто его не признавал вообще ни из кого, ни из чего. А человек там наизобретал чего-то. Эйнштейн делал все классно, умно. Чем он был умный, это тем, что он разбирался в корпоративной политике. Вот то, что я делать не умею, я очень много чего не умею делать из того, что делает Эйнштейн. И заодно, как он классно умел подмазаться и лишний раз не вылазить. То есть нацисты, когда обиделись, они на всех ученых обиделись. А на Эйнштейна, потому что он просто был, самый известный, самый знаменитый. Но тоже попробуйте, что такое знать, что такое стать знаменитым и известным в своей индустрии. Он не был самым умным. Там очень много людей работали, которые изобретали очень тоже прекрасные, шикарные вещи. Каким образом? Почему писали больше про него, чем про всех остальных? Хрен его знает. Может, у него просто была такая, публичная персона. Может, он любил внимание, а ученые уже обычно, не сильно любят, они любят сидеть в лаборатории. А тут он и с лекциями туда, и сюда, и налево, и направо, и интервью, и сфоткаться, и вообще просто на все руки мастер. А самую свою большую славу и известность он получил из-за... Мы иногда с вами забываем, что электричество в каждом доме – это очень новая тема. В 1920-х, 30-х, 40-х электричество было только у самых-самых богатых. И то только лампочки были. То есть, не было девайсов, не было стиральных машинок, не было холодильников, и не было электричества. То есть и девайсов не было, и куда их втыкать, и втыкать не во что не было. Вообще всего этого не было. Вот этого всего 100 лет назад не было. Квантовая теория, между прочим, уже была. А девайсов не было. Но потихоньку они там что-то пытались изобретать. То есть какие-то машины были, какое-то что-то было. И все очень активно занимались током и светом. Обогревать дома там как-то со временем научились, а что бы такого со светом придумать, потому что свечки до сих пор люди использовали, керосиновые лампы, и у самых богатых были настоящие лампочки. И они начали изобретать разные способы передачи тока. Ток – это что такое? Это когда у тебя электроны куда-то текут. И от чего у нас в мире, ребята? А электронов жопой жуй. Бесплатные электроны просто где хочешь. И когда они у тебя стоят, ничего не делают, то они стоят, ничего не делают. А когда ты они начинают течь, у тебя получается ток, то у тебя получается электричество. Вот вам, например, каждому нужно, чтобы электрончики добежали из откуда они у вас бегут с вашей местной станции, по проводкам, через розеточку, через проводок в батарейку мобильного телефона. Это бегут электрончики. Их можно получать разными способами. Можно кристалл, если сжать, кварц, например, то из него можно в буквальном смысле выжать электроны. Электроны кусочки эти, миллипиздрульчики, которые мы недавно обсуждали. Вот кристалл, если сильно сжать, из него начинают выплескиваться, выжиматься лишние электрончики. Если магнитными какими-то штуками что-то делать, каким-то магнитом, а там что-то вращается, тоже электроны начинают течь. Не просто течь, а куда ты им скажешь. В ту сторону они и текут. Потому что так электроны, их полно, а он должен дотечь в зарядку твоего мобильного телефона. По проводу желательно. И лампочки уже были. Принцип того, что ток течет, куда-то что-то заряжает, уже были, и потихонечку начали появляться девайсы. Такие как, важный девайс для сегодняшнего примера, фонари на улицах, лампочки, которые загораются сами, когда заходит солнце.
Прикольно, прикиньте такую технологию, когда все жгут просто свечи. Ты не видел никогда... Ой, у меня салют. Ты не видел никогда никаких зарядных устройств, а тут у тебя какая магия, фонарь. Солнце заходит, а фонарь сам зажигается. Потому что ученые к тому времени вычислили, что если на металл посветить светом, то металл начинает выделять электроны, и они начинают, это ток, создается ток. Ты просто светом светишь на металл, и появляется ток. Прикольно, нет? И вот они его там теребонькали, типа, а каким светом посветить, чтобы больше электронов, а каким, чтобы меньше, а чтобы в какую-то сторону. И проводили разные эксперименты. Тут пришел Эйнштейн и такой сказал, а они типа не понимали, почему, если ты светишь красной лампочкой, например, то выделяется меньше тока, а синий больше. А если ты красную лампочку включаешь на полную мощность, то не выделяется больше электронов. Выделяется их все равно меньше, чем если ты светишь синий. И вот у них были, я не знаю, кому это было сильно интересно, но вот такие они делали эксперименты. Разными лампочками разных цветов светили на металл, посмотреть, от чего получится больше тока. И тут пришел Эйнштейн и такой, свет, там фотоны, короче, и вот как там фотоны, частота разного, поэтому синее, да, красное нет. Вот он нам такое что-то ответил. И все подурели от того, какой гениальный человек Эйнштейн. Честно, хрен его знает, что это был за эксперимент, хрен его знает, кто там были все эти остальные люди, но вот такое изобретение. Условно, он написал фотоны. До этого там со светом все игрались, и частицы, и волна, и то, и пятое, и десятое. И Ньютон говорил, что там свет состоит из корпускуляров. Там была какая-то корпускулярная теория чего-то. Но тут Эйнштейн всем все порешал. И в каждой газете, каждая собака писала, что чуть ли не, Эйнштейн свет изобрел. Что не было бы Эйнштейна, и солнца бы не было, и тока не было, и нас бы вообще всех не было. Просто батюшка всех батюшек. И это очень важная предыстория, чтобы вы понимали, какой он известный. Просто Леди Гага приезжает, а ты идешь брать интервью у Леди Гаги. Вот так себя чувствовал журналист газеты «Принстон», когда пришел брать интервью на следующий день после приезда Эйнштейна в Принстон. Заходит к нему в дом. У Эйнштейна там коробки какие-то стоят, чемоданы, вещи. Чувак только-только въехал в дом, который ему дали Принстон. Вот на, тут живи, рядышком. Там действительно возле самого университета. А туда можно ездить просто, это город, на поезде приезжаешь и гуляешь там. Домики для преподавателей, чтобы им близко было ходить на работу. Эйнштейн влазит в своих коробках, распаковывает свои вещи, ищет, где у него чайник, где у него что. И этот бедный студентишка, который там на листике записал вопросы, готов, не знает, куда себя деть, краснеет, потеет, ручки заламывает. И что-то начинает с Эйнштейном там пока просто болтать. И тут Эйнштейн из одной из своих коробок достает подкову металлическую, как для лошади, подкову. Берет молоток и гвоздь и начинает подкову прибивать над своей входной дверью изнутри. Студент сидит в ахуе, не понимает, что происходит. Такой, извините, что вы делаете? Эйнштейн говорит, как, подкову прибиваю над дверью для счастья, на счастье, на удачу. Ты что, мальчик, ты что, не знаешь? Мальчик покраснел, уже погревел, стал весь фиолетовый. И говорит, конечно, я очень сильно извиняюсь, я прошу прощения за мою смелость, но позвольте спросить, вы самый продвинутый, гениальнейший человек науки будущего. Неужели вы верите во что-то настолько устаревшее, как будто часть металла, изогнутая определенной формы, прибитая у вас в доме над дверью, каким-либо образом может влиять на течение вашей жизни? Неужели вы действительно верите, что подкова над дверью приносит удачу? Эйнштейн сказал, что ты, дружище, конечно же, я в такие глупости не верю, но
Я слышал, что это работает независимо от того, веришь ты в это или нет. Вот такая байка про Эйнштейна. И о том, как некоторые вещи могут работать независимо от того, веришь ты в это или нет. Эта байка называется Urban Legend. Urban Legend — это так по-английски называется байка. Притом, интересно, у нас слово байка означает что-то деревенское, что-то из села. А Urban Legend, как городская легенда. Что вот такие истории ходят про Эйнштейна.